Приступаем. Ну, во-первых, спасибо, что нашли время, пришли. Также спасибо тем, которые не нашли время и не пришли. Ладно, потому что так я посмотрю, уже все свои. Вы тоже свои? Давно? Нет. Значит, своя. Приятно познакомиться. Вот. Хотя вижу новые лица, с которыми не встречались. Да, вот. Новая группа пошла и так далее, и так далее. Друзья, значит, о чем я сегодня буду болтать? Давно я не был здесь, мне не было 4 месяца в городе Героя Алмате, катался по всему миру. Ну, как уезжаешь из Алматы, уже, так сказать, не знаешь, где, куда притянуться. Теперь приехал, прилетел на 10 дней, на 12, нет, на 12, да, вот приткнулся. Мало осталось, решили провести еще одну лекцию, потом черт знает, когда я здесь снова буду. Делов много, дела крайне интересные, крайне нестандартные. И вот, когда решили сделать лекцию, вопрос был, а на какую тему делать лекцию? То есть люди свои вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, потом победила Зося. Зося, наша молодая. Она хотела на тему сновидений. Ну, давай, будем сновидением. Там что-то творится. И кажется, сейчас мы все узнаем. А где она, кстати, та, которая кажется, что все узнает? Да. Вот. Да. Ну, посмотрим, узнает она или нет. Я не думаю, что Зосик узнает. Но я думаю, по крайней мере, Зосик узнает, оказывается, сколько есть, чего можно узнать. Это уже хорошо. Так. Начнем со статистики. 30% вашего жизненного времени, или то, что вы называете жизнь, простите, когда я обращаюсь на вы, я обращаюсь ко всему человечеству, ваши лица. Вот. Вы проводите состояние, которое человечество называется сон. Да, 70% человечества находится в состоянии так называемом будном, не знаю, что это значит, но оно отличается от состояния сна. То есть фактически вся ваша жизнь или существование на этой, по крайней мере, планете, которая состоит из... Вы сколько лет собираетесь жить? 90 хотя бы. Нет, без проблем, вы только скажите. 90? Вот. Мой коллега, кстати, собирается жить 90 лет. Это приятно. То есть мы с вами еще встретимся. Вот, но из 90 лет своего пребывания на этой планете, вы на этой планете собираетесь жить, да? Да. Из 90 лет пребывания на этой планете, она 60 лет, обратите внимание на цифры, собирается быть бодрствующем, да, будно это сербское, да, бодрствующем состоянии, по крайней мере, она так считает, я нахожу, чтобы мы так считали, а 30 лет, ну это ориентировочно, плюс-минус, да, туда добавим сон в метро, в самолетах, то есть, она собирается что делать? Жить. Спать. То есть она будет, как в бодрствующем состоянии она называет, отдыхать. Устала, понимаешь? Но любопытно, что если 60 лет она устает, и почему-то надо 30 лет, чтобы отдыхать. Причем побыстрее отдохнуть невозможно. Обязательно надо 30 лет угрохать. Почему 30 лет? Почему 1/3 человеческой жизни проходит в состоянии сна? Умные люди, это я ученых, говорят, что человеку для полной регенерации необходимо, сколько часов? 8 часов. Совершенно непонятно, как они это рассчитали, сколько ей необходимо для регенерации дрыхнуть. Ну вот проспала она 7,5 часов, полчаса не доспала, и что? Полчаса не доспала, 1,5 часа не доживет. Так что ли? По дороге бензин закончится и грохнется. Нет. Любопытно, но это не так. Но надо было как-то в свое время, причем это не новый концепт, человечеству объяснить феномен сна.
трудно сказать феномен, потому что это естественное состояние существования. Феномен сна. Но как-то надо было сказать, вот нет, вот устает женщина, устает. Ей нужно 8 часов, чтобы отдыхать. Не будет это 88 часов. Что будет? Что будет человек? Как вы думаете? Вот не спит он. Умрет. Вариант другой. Так вот, известно такое нарушение у человека, оно известно, когда человек вообще не спит. Не знаю, вы встречали или нет, но я на своем пути встречал. Это крайне неприятно. Но он не умирает. И он пухленький такой еще хороший. Да, шары вот так на выкате, это понятно. Но самое интересное, что его организм сна не требует. То есть, в смысле он и не может заснуть. Нет, бодрствует, бегает, бегает, и утром бегает. Ты чем занимаешься? Постоянно спортом. Ну не спится, что? Все спят, все нормально. Все нормально. И не уставший. Есть вариант, когда не уставший. Это тоже есть. Такое нарушение гормональное, когда человек очень уставший, но в сон не перепадает. Да, он устает. Есть, который не устает. Папа Карл. Или спят, грубо говоря, 4 часа, 3 часа, 2 часа. Никола Тесла спал максимум 3 часа. Я понимаю, что он был крайне уставший. Но вот такой уставший он перевернул весь мир. Я представляю, что было, если бы он еще не уставший был. Концепт вот этот ученый, что человеку нужно 8 часов, чтобы сколько? 8 плюс 16 часов еще пахать. Абсолютно. Есть люди, которые 8 часов проспали. Здравствуйте. Почему? На что? Да ну что, вы не беспокойтесь, проходите. Самое важное я оставил для вас. Я говорю, человек спит 8 часов, просыпается, опять спится. Ну, спит 10 часов, просыпается, опять спится. Спит 12 часов, просыпается, опять спится. А это как объяснить? Что только болезнь. И вы знаете, в медицине это рассматривается опять как нарушение. Это любопытно. У тебя организм требует что-то, а организм, он с дуру никогда не требует. Он умный, он докторов не слышал еще. Он умный еще, пока. Но потом ему объясняют, как надо жить. Вот. А он требует сна. Вот любопытно. Какая же причина? На каком основании этот паразит-организм требует от вас, что такое вас, еще посмотрим, сна? Ну, наверное, очевидно, в процессе этого сна что-то происходит. Что-то происходит. Причем, может быть, настолько необходимое, что организм знает, когда ему надо не бодрствовать. Или когда вам, ну, понятие мое, подразумеваю сознательный параметр, когда вам надо сообщить, хватит мозги делать. Это я перевожу уже на латынь. Чтобы вы ушел. И он вас вырубает, чертовой матери. Чтобы что? Восстановить силы? Да там сил завались. Сил у вас как раз не ограничены. Вы даже представляете, какие у вас силы. Дело совершенно не сильно. Да, когда ты физически что-то делаешь, ты устаешь. Но понятие усталости не значит, что сил нету. Именно. Другой процесс усталости. В этом усталом состоянии, не дай бог, ребенку что-то надо или что-то случится, мать, как зверь последняя, вдруг ни с того ни с сего просыпается все силы, откуда они взялись, только что она была уставшая, и летит. Силы-то есть. Вот. Ну, естественно, есть научные исследования, своеобразные гипотезы и так далее, и так далее. Что же такое состояние сна, если это не восстановление организма? Или что подразумевается под восстановлением сил организма? Что за процессы? И потом еще такая вот дальше шли. А насколько состояние сна это пассивное вообще состояние, если мы говорим о регенерации организма, восстановлении? Но ведь восстановительный процесс на самом деле он сложнее, чем вот, как сказать, наоборот. Когда ты используешь расход, да. Ну хотя бы.
Она сейчас здоровая. Вы здоровая? Здорово. Она здоровая. Представьте, что она, это же невозможно, заболела. Вот заболел человек. Ну, получилось. Ну, вирус, то, сейчас вспоминать проблема. Теперь она восстанавливается. Вы все проходили этот восстановительный процесс. Уже достаточно такой сильный процесс, чувствительный, своеобразный. То есть организму необходимо груда времени, ресурсов, обратите внимание, энергии. Ты больная, а у тебя, оказывается, энергия поднимается, а не опускается. Странно, да? Обычно мы, когда здоровы, у нас энергии куча, а когда мы больны, у нас энергии никакой нету. А в организме наоборот. Когда мы здоровые, ему не нужна никакая энергия. А вот когда мы больные, у него такие ресурсы энергетические просыпаются. Там война идет. Вот. И идет процесс восстановления. Так может быть, я не знаю, хотя знаю. Может, в состоянии сна происходит то же самое. То есть состояние сна это как раз не состояние отдыха, а состояние интенсивного какого-то восстановления. То есть это очень активное состояние, может быть. Теперь, когда мы дрыхнем, а дрыхнем мы, скажем так, по протоколу нам сказали вот что дрыхнем. Мы обычно видим сны. Ну, чем-то надо заниматься. Ну и смотрим кино. Обычно бывает так, что эти сны бывают. От этих снов прямо, ну, таких случаев немало на самом деле. Прямо вот ночью и грохнутся. Или, если повезет, резко просыпается. Ну, хотя бы здесь. У кого были такие моменты? Ну, пусть поднимите руку, у кого были эти моменты. Настолько жестоко, что от этого просыпаешься, причем, ну, естественно. Ну, то есть это плюс-минус естественное состояние. Когда момент доходит настолько, не могу сказать опасно, настолько эмоциональный импульс страха в основном, да, причем такого. Сейчас бывает и такой паники, которая в реальной жизни ты никогда не ощущал. Настолько высокий, что ты просыпаешься. Или вынужден проснуться. Вот любопытно. Ведь все, что мы видим во сне, как нам говорят умные люди, это же плод воображения. Хотя никто до сих пор не объяснил, а что такое воображение вообще? Что за процесс? Но плод воображения, фантазия. Так если это плод воображения, фантазия, почему же, то есть это не существует, да? Почему же в системе срабатывают какие-то механизмы, которые тебя вот так прям по голове, чтобы ты проснулся? И что такое фаза просыпания в этом случае? Вот любопытно. Эти вопросы не отвечу. Еще. Правильно. Никто не понимает. И почему? И что за механизм, который заставляет тебя просыпаться? И почему ты должен просыпаться? А если не проснешься, то что? То что? Не проснешься? Летаргический сон. Ну это в лучшем случае. Такое замедленное кино. Да. Ну в лучшем случае такое состояние комы может быть бывает. В худшем случае состояние уже дополнительных затрат. Похороны, поминки, то все. Но есть положительная сторона. Не ты сносишь эти затраты. Теперь смотрите. Получается, сама система тебя заставляет, чтобы ты просыпался, чтобы ты пришел в бодрствующее состояние, чтобы не грохнулся. А непонятно, от чего грохнулся. Это же полное вранье. Это же плод воображения, фантазии. Но получается, что само воображение, как они не объяснили, сама фантазия, на самом деле жестче так называемой реальности. Настолько, что можно и грохнуться тут же. Что-то там не то, короче, не то в этих снах. Или может быть, сам сон 30 лет вашей жизни сложно назвать плодом вашего воображения.
То есть, что ты делал в своей жизни? 60 лет я интенсивно, плодотворно жил, а 30 лет я плотно воображал. Получается. Какого хрена 30 лет ты плотно воображал? Ну, мне кажется, и какой смысл 30-летнего вашего воображения? Вот этот ответ. Получается что? Что 30 лет ты живешь, а ты не знаешь, какого черта ты живешь и вообще, что с тобой происходит, и для чего все это. Так оно и есть. Знаете, почему это так? Потому что все тайны находятся именно вот в этой части, самой сильной, когда тебя нет, под словом нет. Когда ты, скажем так, по-человечески, мозги не делаешь. В прямом смысле этого слова. А когда мозги начинают делать тебя, они это умеют, они для этого и существуют. Вот когда ты в бодрствующем состоянии, ты живешь, ты выносишь, как тебе кажется, свои решения, да? Как тебе кажется. Но не важно, какие решения ты выносишь. Радуешься своим же успехам, радуешься чужим неуспехам. Это дает тебе большой стимул и так далее, и так далее. Ну, как все нормальные люди во всех странах. Ему же каждому же хочется, чтобы он был самым умным. А самым умным он себя считает по сравнению с рядом стоящим, который не настолько умный. И это его радует. И на этом заканчивается весь смысл его существования в бодрствующем состоянии. Потому что это можно применить, этот концепт, абсолютно ко всему. К красоте, к учению, к работе, к размеру автомобиля. Очень хорошо применяемо. Вот. Дороговизне стула, на котором сидишь. Величине своего офисного и так далее, и так далее. Концепт сравнения. Мы это называем богатством жизни нашей. Вот настолько мы богаты. И когда человека спросишь в его разумном бодрствующем состоянии, когда он мозгами работает, как ему кажется, а что ты хочешь? Вот такой простой человеческий вопрос. Даже пятипалец много. На самом деле он, ну хорошо, ладно, сделал такой широкий жест. Здесь 10 пальцев для самого высокоинтеллектуального. И тут заканчиваются все его возможные желания. Неужели так все запущено просто? Обычные пожелания. Что бы ты хотел, чтобы исполнилось? Ну это я сделал, давайте. Ну, для машины размер, понятно, дом, то, все, работа, дети. Естественно, слава Богу, хоть что-нибудь умное. И что? И все. Но вот этих 10 желаний, у нас есть 60 лет, чтобы добиться реализации этих 10 желаний. 60 лет, все. Или 90 лет у нас есть. Сколько лет у нас есть? Из 90 лет вашего существования на этой планете, сколько лет вы собираетесь потратить на реализацию этих ваших бодрствующих желаний? Сколько смогу? Что там может? 75 она не сможет, я извиняюсь. 30 лет она дрыхнет. 60 лет все. А 30 лет нет. Смотри, как интересно получается. 60 лет она пилит в эту сторону, да? А 30 лет она тормозит. Причем после каждых 16 часов она 8 часов тормозит. Получается. Или пилит совсем другое. Если что делаешь. Но никак не участвуешь в реализации своих желаний. Или участвуешь? А интересно. Интересно, поделитесь опытом. Как вы вот ночью решили поучаствовать в реализации ваших желаний? Ну, во сне. Прям вот так вот. Ну, как вот участвуешь во сне? Соседа видишь, как у него машина сгорела, да? Нет. А на что? А как ты участвуешь? Нет? Видите вы каких-нибудь попугайчиков летающих, хрен его знает, или зайчиков летающих, в лучшем случае, муть какую-то. Никак это не связано с дорогим домом, который вам надо купить. Летающих зайчиков там нет. 60 лет вы реализовываете свои простые желания.
пожелания. Дай Бог, чтобы они реализовались. 30 лет вы занимаетесь черт знает чем. А что если попробуйте эти 30 лет использовать по назначению? Это не значит хорошо, значит просто попробовать. Как-то присобачить их к бодрствующему времени. Это возможно или нет? Некоторые говорят, что не получается. Получается что? Во сне там путешествия. Ну, это и у вас получается. Это у всех получается. Сознательно. Сознательно. Сознательно? Да. Любопытно, любопытно. Ну, давайте сделаем так. Значит, в Солнечной системе есть X количество планет. Одна из планет называется Марс. Слышали, да? Ну-ка, путешествуйте туда. Во сне? А? Во сне? Ну, спать здесь не надо. Да какая разница? Говорят же, это плод воображения, фантазии. Вы фантазию с собой носите, нет? Да. Вот он принес, используй его. Давайте, пофантазируйте. Действительно, закройте глаза и просто сдайтесь в фантазию. Есть Марс. Вот. И представьте себя на Марсе. Просто представьте. Скучно там. А? Скучно там. Представьте. Вы не знаете, как там. Мы воображаем, представляем. Вот ты, если правильно вообразишь эту холодрыгу из воздуха, я не думаю, что скучно тебе будет. Так вот попробуйте. Вы внимательно смотрите, что получается. Это получается, что даже в бодрствующем вы не в состоянии правильно фантазировать и воображать. Потому что понятие фантазировать это воображать, значит приближать максимально к возможной реальности. Я же сказал, Марс. А Марс это конкретные условия. Гравитация там меньше, аж по планете меньше, да? Пыли очень много, в воздухе нет кислорода, есть он, но его очень мало. Температурные дисбалансы огромные. Ну давай, воображай. В таких условиях. И посмотрите, скучно там. Когда задыхаешься, бывает иногда скучно, да. Долго тянется. Самое интересное, что вы не сможете это сделать. Вы просто вообразите что-то, скажем, планетообразное из какой-то картинки, которую вы видели. А вы сидите перед телевизором, и вам кажется, что вы уже там. Так не работает. Работает как раз наоборот. Оно начинает проектировать действительную реальность. Действительно. Она, естественно, фантазия, но действительную реальность. И если вы сейчас в этом состоянии смогли бы сознательно, в бодрствующем состоянии, воспроизвести, вот как будто это, ведь, ребята, что такое бодрствующее состояние? Вот он я. Вот я вижу мою коллегу, которая все еще жива. И будет переть еще долго. Посмотрите, что такое я ее вижу. Она существует? Вы существуете? Что такое существование? В реальном мире сейчас есть. That's fun. That's fun. Греет That's fun. воздух. Представьте, что я микроб. Ну, это несложно представить. То есть мои размеры такие, что вы их не увидите. Вот вы существуете? Для меня микроб. Где-то развиваться. Так ты спроси! Да, я развиваюсь, но я не знаю, что такое вы. Потому что с моих микробских позиций, это даже не микроны, да, невероятно мелкие состояния. Я ни конца, ни края вас не вижу. Вы сама Вселенная для меня. Так вы существуете? Да микроба нет. Получается. Вот любопытный вопрос. Когда я спрашиваю, вы существуете, вы автоматически берете позицию, да, блин, уже козлу понятно. А козлу-то, оказывается, непонятно. Так мне интересно. Для микроба вы не существуете, для козла вы не существуете, для комара прекрасно даже существуете, а для меня вы существуете. Сам факт вашего существования, получается, это всего лишь точка зрения, точка восприятия вас. Так вот, смотрите. У меня тоже есть два, где вот это глазки мои. Они принимают что? Частоты. Ну, от ваших летят частоты.
не ваши. Обратите внимание, ваши не летят. Фотон полетит, стукнулся на вас, говорит, ой, извините. И полетел сюда, а тут мои глаза, ой, извините, это моих глаз. Да? То есть о том, что там где-то находится вы, это всего лишь восприятие моим глазом этого фотона. Так вы существуете? Вот фотон ударился, но она существует. А теперь представьте. Этот же фотон. Вот он летит. Ударился, значит, Гаухар. Вот так вот, извините. Потом ударился в меня. Ой, извините. И пришел и ударился в мои глазки. А мои глазки, оказывается, ну не совсем человеческие. Они чувствительные. И вот он ударился, бумок. А потому что они очень чувствительные. Я почувствовал не только то, что он о вас ударялся, но и то, что о Гаухар ударялся. И в моих глазах смешана вот такая комбинация. Гаухара Лидии. Вот так я воспринимаю мир. Вы существуете? Да, существует. Тогда или нет? Да. Для меня, блин. Да. Что да? Для меня она существует. Я не знаю, что она существует. Она. Для меня это одно и то же. Гаухар и это. Потому что у меня вот такая чувствительность. То же самое. У комара, у собаки, у того, у акулы. И вот представьте себе, ну не человек я, ну так я получился, не получилось у моих родителей. Мучились, не туда пошло. И вот у меня есть такие странности. Я воспринимаю фотон по-другому. Мои глаза, вот все, я не виноват. Так я не знаю, что такое Лидия, что такое Гаухар. Для меня это что-то совмещенное, красно-желтое, я не знаю, что такое голова и так далее. Что-то движется, да. Но Лидию я там не воспринимаю. Так вот, она мне говорит, блин, Лидия. Я говорю, это что такое? 90 лет. Я говорю, где? Я не вижу. Вы существуете? Чем вы можете не то что доказать, а объясните мне, уроду, что вы такая, какая вы есть, когда я вижу вас именно такой, какой вы есть, гаухарообразный. А ничем. Вы не существуете. Вы существуете в моем собственном воображении. Вот теперь подходим к вопросу. Какое в состоянии мне представить фотон, который летит от вас? То есть на самом деле, существуете ли вы, он не знает. Для него вы существуете в его голове. Вот как его голова сделала, вот так вы и существуете. Так что какая вы? Для нее другая, для меня другая, для нее другая. Но сравнить это невозможно, это очень субъективно. Поэтому понятие вашего существования тоже очень дискутабильно. Вы что, существуете в 3 разных формах? Видах? Да! Да, вы существенно богаче, чем вы думаете. Там груда всякой всячины творится. И эта груда, которая творится всякой всячины, она постоянно видоизменяется. Это вот такой вот штука. Вот посмотрите. Приблизительно 3 миллиарда клеток у вас в печени. 3 миллиарда. Вообще въедь туда. Это полнаселение земного глобуса. Вот уберешь половину людей, оставишь другую половину. И ровно столько вот эти людишки, и вот весь земной глобус, это ваша печень. Они там живут, ковыряются, что-то происходит, какая-то кровь течет. А еще миллиарды приходят, уходят в метро, то есть это только ваша печень. На это добавь все остальное. Вы просто говорите, ну существует, я такая, какая есть. А какая ты есть, хрен его знает. Там войны, там конфликты, у тебя клетки умирают, другие рожают, такой клеточный секс у тебя идет, война, какие-то наступают, какие-то вирусы. Вас страшно, что происходит. Вы существуете, да, вы живете.
Но под понятием существовать, человек обычно понимает достаточно статичное состояние. Вот я такой, какой вы есть, я есть. Воспринимайте меня таким, каким я. Да как там воспринять можно, если каждую микросекунду столько творится? Я бы рад воспринять, да скорость этих тем получается. Но в бодрствующем состоянии, вот этот комплекс этих 75 триллиардов клеток, оно формирует тело или просто форму. Скажи, пожалуйста, да, может быть кто-то знает, кто-то бывал, в какой формы Вселенная? Кто может сказать? Сейчас оттуда родится. Какой формы Вселенная? В виде диска. Спиральная. Дерево там. Всегда по-другому. Нет, это галактика. Как на бесконечно Смотрите, давайте я вам чуть-чуть расскажу, вы скажете, а какое это имеет сновидение? Самое непосредственное. Вы знаете, что все галактики находятся в плоскостях. То есть плоскость. Вот. Галактика это не хаос. Это когда... И вот такая штука. Как тарелка. Она может быть немножко вот так, но в сущности она вот такая. Знаете почему? Не знаете. Вращается. Вопрос. Нет, конечно, вращается все. Мне другой. Вы знаете, что все планеты вокруг Солнца, это ваш центр, вращаются на одной плоскости. Это знаете хоть? Да. То есть они не так. Нам сказали, что все планеты вращаются вокруг Солнца. Правда? По кругу. Сколько их? 9. 9. Здесь. Неважно. Вращаются вокруг Солнца. И все они находятся на одних плоскостях. Почему не на разных? Почему не вот так, а все вот так? Точно по одной плоскости. Никому не приходило в голову. Ну, если вот так, то они, наверное, столкнутся. Объясню. Это так просто. Сейчас будет удивляться. Готовься. На самом деле трюк в том, что планеты не вращаются вокруг Солнца. Не удивляйтесь. Сейчас я объясню, а потом сам вас спрошу. Да, они вращаются, но не вокруг Солнца. Смотрите. С какой скоростью несется Земля вокруг Солнца, знаете? 30 километров в секунду. Так сказать, с башней. С какой скоростью Солнце несется вокруг? Солнце же тоже несется вокруг галактика. Какая разница? Она же тоже болтается, да, все это. Вот представьте, вот это Солнце. Она же тоже в этом компоте крутится, в этом водовороте. Солнце несется в своей галактике тоже крутится. С какой скоростью? 250 км в секунду. Это получается очень интересно. Если Солнце это не статичный объект, а движущийся. Ну-ка, Лухарчик, кстати. Понятно. Я Солнце. Крутись вокруг. Вот так бы было бы, если бы было. А теперь представьте. Я Солнце. Крутись вокруг меня. Это практически невозможно. Особенно если она, как Земля, движется со скоростью 30 км в секунду, а я, как Солнце, несусь 250. Я должна крутиться сильнее. Это получается, что единственная позиция, когда она может крутиться вокруг меня, а я несусь, это вот оно. Шарик, знаете, какие? Яблочки дать. Надо для этого яблочки растут. Блин. Все есть, и Солнце, и Земля, все есть. Солнце, Земля. Работа, конечно, не такая. Существенно меньше. Существенно. Но, обратите внимание, это Солнце несется, а это Земля. Ясно? Убираем Солнце.
Вот это Земля. Где вы видите, что он вращается вокруг Солнца? Земля летит в пространстве в виде спирали, так же, как все существующие планеты. Вы спросите меня, правильно сделать. А как же объяснить то, что все они на одном уровне? А другого варианта нет. Потому что, чтобы поспеть за Солнцем, единственный образ — это постоянно находиться вот быстро за Солнцем, ты не потянешь, Солнце тебя тянет. Получается, любая планета — это единственная форма, где она не может вот так вертеться. Ясно? И поэтому все находится в плоскости. То есть наша дура, Солнечная система. Где она у нас здесь? О, бумажка. Вот она, наша Солнечная система. Представьте. Солнце, планета. Понятно? В пространстве она находится вот так. Только в этом направлении оно движется. Вот если оно сейчас мы увидим ее, например, вышли, и видим, что все стоит вот так, это значит, оно вот так движется. Понятно это или нет? Так вот, друзья мои, вы скажете, ну хорошо, ну это сказать, говоря по латыни, хрен с ним. Но хочется вас удивить. Физика, просто физика, законы вращения объекта вокруг одного объекта просто по статичной этой. И законы того же объекта вращения по спирали в пространстве, когда само пространство несется на тебя со скоростью 250 километров в секунду, это оно поворот делает 30 километров в секунду. Но фактически получается, что и Земля несется со скоростью 350 километров в секунду в этом направлении. Получается, Солнце мягче. Да, да, но если даже тянет вот пространство, а пространство это не пустое место, ребята, пространство это очень богатое место, с триллиардами частиц. И вот возмущение, которое возникает вот здесь, когда вот это летит, и вот здесь, они же разные. Вот эта вся физика человечеству неизвестна. Совершенно неизвестна вот эта физика. Они не знают. Они могут принять солнечные сигналы, возмущение от Солнца, а возмущение от пространства неизвестно. Все во Вселенной движется по спирали. Вот так. Ну, это определили как-то. А? Это определили, что они движется. Вот это по звездам. Это не ученые, дорогой. Это было определено еще в 15 веке, 14 веке. Ерунда. Смотришь на звезды. Но то, что я сейчас сказал, это не мое. Не думайте. Но почему-то в школах этому не учат. Дети, Земля вращается, идет, летит в пространстве по спирали. В то же самое время она еще вращается вокруг яблока, которое называется Солнце. Благодаря этому летит по спирали. Вот это не говорят. А почему не говорят? А? Нет, не знаю. Должны сказать, что мы... Но не говорят. Вопрос. Вся физика просто пропадет к чертовой матери со своими законами. Поднимет вопрос, а что такое гравитация в этом случае? Это получается, если объект движется в пространстве, это известно, оно не статичное, то гравитация не может быть статичной единицей. Не может быть просто гравитация. Получается, что есть гравитационные поля, которые ой, блин, там вообще куда-то к черту уходит. И Ньютон, и Эйнштейн, и все люди вот так перестают быть. Это следующая эволюция человечества. Понимать, что жизнь это спираль. Ну ладно, причем здесь, так сказать, мои сновидения. Да. Мой друг живет. Живет. 90 лет. Эта женщина бедная. Крутится по иксу со скоростью 30 км в секунду и несется по Y со скоростью 250 км в секунду. У вас голова не крутится? А как это возможно, что голова не крутится?
Должно было, ну, ветерок такой небольшой. Должно быть, а его нет. Или может быть он есть. Нет. Теперь я вам расскажу еще чуть-чуть. Вернемся, оставим ее в покое, пусть живет, не будем ее уничтожать пока. Так вот, в галактике в триллиарды таких звезд своими тоже несутся по своим каким-то скоростям. Все вот так. А как несется сама галактика? Точно так же. Вы знаете, что интересно? Есть Galaxy Clusters. Это скопление. Вот этот размер, который невозможно представить. Скопление галактик. И в скоплении галактик, вот этих триллиард солнц, их тоже триллиарды скоплений. Но вот интересно, что скопление самих галактик в пространстве, оно не хаотично. Это, ну, это мне крайне интересно, это что-то новое. Очень интересно. Оно создает кластер. Вот что-то, нет, я неправильно рисовал. Что-то вот такое. В общем, организованную структуру многогранника. Сотки. А? Как сотки. Как сотки. Совершенно правильно. Что оказывается скопление вот этих галактик в пространстве. Оп! Какой сотовая конструкция здесь. Такая же конструкция здесь. Такая же конструкция здесь. И конструкция одинаковая. Повторяющаяся форма. Ну как, кто знает, что такое эти фракталы? Кто не знает, что такое фрактал? Да? Абсолютно. Ну, посмотрите в интернете, чтобы не рассказывал, как фракталы. Фрактальная геометрия, она была открыта в 50-х годах, очень интересная. Когда из составных частей маленьких создается то же самое большое. И сколько ты уходил туда, оказывается, составная часть одна и та же. Вот как фракталы. Что Вселенная состоит из фрактальных форм, как сотка. Это что-то очень новое. Ну, скажем так, для меня тоже крайне новое, крайне интересно. А как это тогда функционирует? Вот. Теперь. Как создана Вселенная? На сегодняшний день понимание человечества. Говорят, что Вселенная это она в виде шара, который постоянно увеличивается. Сейчас я вам скажу вещь, которую вы сразу не воспримете. Не спешите. Голова не в состоянии воспринять. На сегодняшний день, да, Вселенная это шар. Это не значит, что материальный мир в виде шара. Весь так называемый материальный мир это поверхность этого шара. Объясню. Ведь я вот кожицу видите? Вот это и есть материальный мир. Вот как яблоко. Кожица это же тоже какие-то клетки, какие-то эти, которые соединены все вместе. И они называются кожица, они отличаются от внутреннего состояния. Что материальный мир это всего лишь качество клеток. Что скопление галактик это не что другое, как форма клетки. Точно так же, как клеточная сетчатка вот здесь. Здесь тоже клеточная сетчатка. Вот галактики создают клеточную сетчатку, как кожицу вот этой Вселенной. Вопрос, что внутри? Ну, по размеру Вселенной это всего лишь кожица материальный мир. То есть там внутри находится 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 измерение, неизвестное материальному миру. Переведен на человеческий язык. Кожица воспринимает только клетку себе подобную. Кожицу. Ясно? Что такое мякоть, она не в состоянии понять. Потому что у нее в составе нету такого. То есть для нее это измерение, которое она не в состоянии регистрировать. Себе не подобное. Что Вселенная на самом деле, она состоит из слоев, где каждому, как от яблок, где каждому слою соответствуют своеобразные измерения, параметры, состояния. Мерность. А? Мерность. Да, совершенно правильно. Вот.
Вот так на сегодняшний день вот так представляют себе галактику. То есть это сетчатка. Мы находимся, кожица, находимся ли мы там, находимся ли мы внутри, мы этого не знаем. Вы спросите, откуда нахрен они поняли, что мы кожица? И что он круглый? Потому что Вселенная, ну, по крайней мере, последние 500 лет, они же следят по позициям с звездами, они отдаляются. То есть вот эта вся сетчатка, вот такая, она вот так отдаляется, расширяется, и как уже Земля вертит, видишь, и здесь, и здесь, ускорение. и здесь. Получается, что оно расширяется. Отдаляется ли оно? Расширяется. Или внутри яблока растет. Ведь яблоко, когда растет, структура тоже здесь увеличивается, происходит. Поэтому наша Вселенная считается молодой Вселенной. Мы даже не знаем, есть ли другие яблоки. По логике должны быть. Но какие они и что за эти, мы тоже не знаем. Вопросы есть? Как к сну это. А ты говоришь, что ты существуешь. Любопытно было бы понять, как. Когда даже основы вашего существования нестабильны. Но. И вы спите. И вы спите. Поэтому, вот, простите, пожалуйста, вернемся. Вопросы есть на вот эту пока общеобразовательную тематику? Это где вы спите? Да, вот, где вы фантазируете? Окей. И вы спите. Как ни крути, верьте, ребята, вы являетесь составной частью всей этой шоу-программы. Для этого вы существуете. Что бы вы радовали вас? Ну, как вы называете энергию? Я скажу попроще. Частичку клея, благодаря которому, который соединяется с другим клеем, благодаря которому сетчатка не разваливается. Так можно сказать? Можно. Вот. Сетчатка за счет чего-то она тоже существует. Вот не человечество, простите, не человечество, а биологические формы, которые существуют на миллиардах планет, составляют, именно вырабатывают именно вот этот гормон, я вообще сейчас нас понижу, гормон, субстанцию, которая соединяется с чем-то, за счет чего появляется какой-то компонент, необходимый в клее, чтобы сетчатка не развалилась. Ага, вот так. Как-то вот так. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Вот. Вы спите. Теперь давайте посмотрим не с человеческой перспективы на ваш сон. Может быть, то, что вы существуете, никак не связано с тем, как вы существуете. Вот с этими 10 пальцами, которые хочу то. Может быть, Вселенной, ну очень по латыни скажу, ну трын-трава. Какой автомобиль ты купила? Ну, я понимаю, Вселенная глупа, она не соображает, что это крайне важно. Ну так получилось, ну думай. Вот. А ты должна работать и пахать, и вырабатывать. То есть жить. А вот твое сознательное восприятие этой жизни ничего общего с жизнью такие не имеет. Поэтому существуете ли вы или нет, нет. Это абсолютно сознательная, социализированная позиция, чтобы два таракана могли бы общаться. Значит, таракан номер 1. Видишь меня? Таракан номер 2. Вижу. Что ты видишь? Не знаю, но то, что я вижу, похоже на меня. Вера Геннадьевна, мы тараканы. Ты согласна? Согласна. Мы существуем. Знаешь почему? Почему? Ты меня видишь, я тебя вижу. Только потому, что у тебя 2 руки, 2 ноги, мы, тараканы, существуем. Вот такая социализация была. Понятно? Таракан без рук, без ног, это не таракан. Без головы вообще. Урод, таракан без усов. Неудобно даже.
Вот так формируются сознательные параметры для взаимоотношений. Ну, хотя бы, чтобы правильно, взаимоотносительно вырабатывать гормон для того же клея. Ну, чтобы была, скажем так, общая музыка или ритм музыки, благодаря чему вырабатывается вот этот же гормон. Например, это я уже фантазирую. Я тоже не умею нормально делать. Теперь, окей, это называем бодрствующее состояние. Теперь вы заснули. В отличие от других тараканов, ну, по крайней мере, известных на Земле, у вас есть что-то, какой-то свой плюсик или минусик, не знаю. Называется мозги, которые чего-то там делают, и вырабатывается мысль. Как нам сейчас кажется, это мы ее производим. Нет, ребята, она производится естественным путем, автоматическим путем и самым-самым, скажем так, правильным. Ничего общего с вами это не имеет. Работа не такая. Постоянно производится. Вы даже если не захотите, чтобы она производилась, она будет производиться. Так что вы не кокетите, что вот сейчас сяду, подумаю. Так особенно и сидеть-то не надо. Ты все равно этот процесс не остановишь. Лучше в то же самое время сделать еще что-нибудь полезное. Ну, хотя бы посидеть в туалете. Теперь смотрите. Но когда система выключается, в смысле, когда ты спишь, вырубаешься из внешнего мира просто, что же происходит с мыслью? Вот где она, какая она? Машина всегда работает. Она никогда не вырубается. Она постоянно работает. Как, ну, скажем так, как та же самая Земля, как та же самая Вселенная, галактика. Не вырубается никогда. Что происходит не с тобой, а с твоей системой? С тараканом. Таракан спит, ну что же существует? Клетки же живые, они постоянно бегают. Сердце молотит, кстати, таракане. Почки работают. На самом деле все работает. А вот с мозгами что происходит? Включается. Принимаю к себе. Не мешаешь. Вот и все. Перестаешь мешать мозгам со своим. Не спи! А? Ну ложись, да. Засни. Мозгам перестаешь мешать. Шуму нету больше. Потому что когда, так сказать, в бодрствующем состоянии, вот это, значит, какой-то шум. Не такой шум, вот здесь. Это какие процессы? Хочу, не хочу, да, нет, сомневаюсь, а почему не так, а я планировал вот так, а должно быть вот так, а почему? Мысли такие. Нет. Хаос, это не мысли, это полный хаос. Вот мозги бедные в этом хаосе еще даже перевариваются и так далее, делают свое дело. А теперь, когда этого нету, когда не интенсивность уменьшилась, нет, хаос исчезает, интенсивность увеличивается, наоборот. Она увеличивается. То есть состояние сна – это не пассивное состояние. Наоборот, это активное состояние. И поэтому так называемое воображение, так называемое. А что такое воображение, я уже сказал. Это процесс восприятия вас такой, какой вы для меня есть. Но это процесс восприятия. То, что мы сегодня. Это процесс восприятия реальности, причем не важно какой, какая она есть. Но потому что ресурсы не заняты хаосом. Вот это дело работает просто как совершенство. И оно приближает вот тот же самый процесс. Я вас вижу, фотоны ударяют, так фотоны в башку ударяют. Ну, интуиция обычно. Не будем называть это фотоны, но какие-то частицы, сигналы. И вот тут наступает суперпроцесс. Начинается проекция вас на Марсе. Но потому что марсовские фотоны тоже здесь, ну, Марс же тоже, мы же видим, Марс, он. Фактически, смотрите, все данные Марса, что такое данные? Это лишь частицы, которые летят, волны, они находятся здесь. Фактически ты постоянно находишься под бомбардировкой всего, что существует во Вселенной. Слушать надо уметь. Ни хрена как. Надо что-то. Спать. Для этого у тебя есть драгоценнейших 8 часов. Самое главное, не мешать.
И ты все будешь знать, если, конечно, ты знаешь, что такое все. Но, по крайней мере, чтобы что-то понять, или чтобы что-то произошло, или чтобы что-то думать, совершенно не надо думать, чтобы что-то выдумать. Надо спать. Кому знакомо высокоинопланетное выражение «утро вечером мудреней»? А как это так получилось? Как оно может быть мудрее? Ты же спишь ночью. Так оно действительно мудрее. Высокопланетное. Так вот, хочется вас обрадовать и извиняюсь, конечно, что вот так грубо. Не умеете вы спать. Абсолютно бессмысленно проводите важнейшие 30 лет вашей жизни. Как раз вот те 60 можете называть спокойно бессмысленным сном. Что там хаоса. На самом деле процесс наоборотный. Все, что надо знать в этой жизни, надо из сна тащить. А мы, из одного дня перетаскиваем в другой все глупости. А это бедный там сидит и когда этот дурак уже не проснется, тащит, а завтра то же самое, когда там вообще нету этого. Когда это все плод воображения. Так воображай уж нормально. Не умеешь? Ну отдохни, тебе на самом деле ничего не надо делать. Но если хочешь познакомиться с процессом правильного воображения, без проблем. Сон же твой, ты же в нем. Нет, не он в тебе, а ты в нем находишься. Ну давай знакомься. Мудрейший вопрос. Правильно. Вот как сделать так, чтобы использовать этих 30 лет, когда возможности-то не ограничены, и все это возможно. Ну, не буду говорить о глупостях. Я видела во сне, не завтра это или это произошло. Какая случайность! И это не случайность, это естественное состояние. Просто очки надо делать, когда спишь, и ты увидишь. Я вот сейчас, вы знаете, я написал первую свою книгу, кто не знает. Кто знает, тот знает. Это не реклама. Это относится как раз к теме. Рекламировать нечего, книги нету, если даже захотите. Book of the Witch. 2 года назад, чуть больше, 2 года назад, я встретился с человеком, да? В общем, я решил написать первую свою книжку. Ну, честно скажу, время пришло. Я никогда не писал, никогда. Давно были все, ну давай, я говорю, не такой я дурак, чтобы делиться мыслями. Оказывается, такой. Да, уже мысли покачивали такие, что уже не, скажем так, можно что-то сказать и не стыдиться. А что сказать? Я вот взял человека за шкуру. Вот, мне надо написать книжку, но чтобы она была доступна людям, чтобы для людей было. Что ты хочешь? Потому что то, что я буду писать, это не интересно людям. Это мне интересно. Людям это интересно. А что ты хочешь? Чтобы мои желания, потому что они очень важны, это относятся к ребенку больному и так далее. О! Хорошо. Я сделаю рецептуру этого. То есть ты хочешь, чтобы у тебя была возможность сделать так, чтобы твои желания исполнялись. И они о волшебной палочке. То есть они максимально приблизились условия к исполнимым, да? Я говорю, хорошо, для этого мне надо написать рецептуру. Как это сделать? Ну, это всего лишь рецептура. Ну, зная особенности человека, ну и не только человека, а вот, ну, неважно, да? Я думал, думаю, я быстро и придумал. Обманул. Я ничего не думал. Я использовал тот же самый метод, который и написал. Зачем самому думать, если мозги без тебя работают отлично? Вот. И я написал Book of the Witch, то есть сделал вот эту книжку, которая состоит из 3 частей. Теперь, как сделать то, твое желание? Это не первая книжка на эту тему, тема коммерческая, об этом писалось. Ты попроси, и то все. Проси, не проси. Встретимся на кладбище. Так особенно не мучайся. Не просить надо, а требовать.
А вот чтобы тебя услышать в ответ, ты должен быть уже кем-то. Это не Макдональдс. Уже пришел и сказал, дайте мне Биг Мак. И все побежал, и Биг Мак тебе не дадут. Брошь тебе дадут. Смотри, первая часть называется The Universe and Me. Понятно, да? Вселенная и я. И объясняется доступным языком, что она из себя представляет. Кто я есть, что я есть. Иногда, sometimes growth hurts. Иногда рост болит. Ну, в общем, вторая часть называется The Magic and You. Под магией не подразумевается вот это, а магия, которую мы не видим, но она существует, мы только видим результаты. И объясняется. И вот здесь Everyone's magic, natural magic, the power of the deeper mind. Сила deeper mind, ну, глубокого, это я назвал ее deeper mind, потому что subconscious или подсознание, ну совершенно не туда. Совершенно. Когда человек говорит подсознание, получается, что это какая-то другая планета, где он не участвует. Такого нет. Deeper mind, глубокое сознание, скажем так. Потом, the magic happens at night. Магия, чудеса, волшебство происходит ночью, в состоянии, в котором ты находишься. Волшебство всего лишь в этом, в самом состоянии. Анатомия желания, там даже есть анатомия желания. Что такое желание, из чего состоит? Как надо желать? Потом конструкция внутренней архитектуры. Сейчас я скажу. Часть третья. Your life is your life's work. Очень интересно, да? Маленькая часть. Твоя жизнь – это работа твоей же жизни. Какой ты есть – это работа твоей же жизни. Метод и практика. И вот тут начинается, друзья, 15 замечательнейших упражнений. 15 штук, которые готовят человека к этому процессу. Как надо спать. Не в смысле спать, как надо спать, как надо подготавливаться, войти в это состояние. Что творится в этом состоянии и как из него выходить. Eternal breath, eternal peace, mind command, eternal voice, emotional balance, wish formation, night peace, night walk, wish command, night awakening, dreaming body, awakening, my day gratitude. 15 упражнений. Как рецепт. Сделаешь, точно написано. Все это длится 63 дня. Упражнение. Первая часть 31, потом 15, 17. В общем 63 дня. Это не значит, что через 63 дня у соседа сгорит машина. Но это значит, что через 63 дня ты не только не будешь мешать себе же, чтобы механизм исполнял то, что надо. Но ты будешь в состоянии давать команды механизму и не мешать ему правильно, и принимать, и знать, когда надо принять, и знать, как сдаются эти команды. Хочу побывать на Марсе, не работает. Формула. Вот для этого я написал эту книжку. Самое интересное, что я там именно, на самом деле, объяснял. Что такое, не объяснял, что такое сновидение, но использовал вот этот, скажем так, феномен сновидения. Не сновидение, а процесс, который выражается в виде результата, как результат в виде сновидений тоже. Когда выйдет книжка, она по протоколу выйдет март-апрель в Америке, будете в Америке купить. Но она внешний вид будет другой, нет, это авторский edition, содержимое то же самое. Забавно, крайне интересная книжка. Ну, по крайней мере, я ее не читаю, потому что я все знаю. Вот это все я знаю. Но те, кто читает, интересно послушать их восприятие, уже экспериментируют тут же. Потом скажу, никогда не начинайте эксперименты, пока не прочитаете все до эксперимента. Там теоретическая подготовка. И чего не надо делать, не надо лезть вперед. В общем, так вот, феномен, это уже не от меня зависит, это зависит от издателя, скажем так, русского, но это уже договаривается с Америкой, я тут ни при чем. Я всего лишь мелкий человек, автор. У меня авторские права, и меня больше нет. Все остальное механизм сам работает. Так вот, феномен сновидений.
Состояние сна, вот эти такие след, это то, когда вы можете делать все. Все, что вам взбредет в голову, но качество бреда, которое должно убрести, должно соответствовать качеству этим силам. То есть это не дурачье там, которое сидит. Если ты скажешь, хочу, там написано, хочу стать президентом страны, да, это желание. Силы все поднимутся, посмотрят на тебя, скажут, а как он собирается стать? Что проснуться президентом страны? Это невозможно. Это значит, надо заснуть президентом страны. Невозможно. Чтобы стать президентом страны, надо сделать шаги. Ну, сначала вступить в правильную политическую партию. Сделать карьеру. Правильно? Стать каким-то функционером вот здесь. Потом вот так, и вот здесь вот так. То есть фактически одно желание должно разбиться на 4-5 желаний. Это очень важно, потому что люди, когда желают, на самом деле они желают конечную точку, а не процесс. Но процесс, он настолько длинный, что его невозможно сделать сразу. И тут все кончается. Сначала надо сварить картошку, потом вот это, и потом у тебя будет суп. Невозможно, друг. Ты все вместе смешаешь, у тебя суп не получится. То же самое здесь. То есть желание человека, свое задание может дать. Но надо быть очень логическим. Не в смысле, а как я поступлю в политическую партию? Вот это как раз не проблема. Правильно. Ты задание дай. Мне надо выбрать политическую партию, которая через 5 лет займет... Вот это как раз без проблем. Потому что эта политическая партия уже существует. Вот что будет через 5 лет, не надо даже думать. Ты засни. Это как тот же самый Марс, который существует, и у которого частицы летят. В этой политической партии тоже частицы летят. Система сама их анализирует и сделает. И ты утром проснешься и скажешь, не пойду сюда, а вот здесь будет вот так, вот я пошел. И пошел в это новое, шаги будут сделаны. Система ваша, когда вы спите, она в любом случае делает все возможные анализы вот этого богатства, которое не более вашего состояния предыдущего, ваших возможных желаний, которые у вас есть. Ну, у всех есть желания. Маленькие, большие, они есть. Вы не знаете, но они у вас в голове. То есть, как бы я хотел, и забываешь, так оно в голове остается. Система всегда воспринимает как команду. Для вашего мозга не существует нереальность. Все, что там находится, это реальность. Понятно? Вот вы видите духа. Это реально. Не то, что дух там. То, что в голове у вас возник дух. Вот это реально. Вот вы видите Лидию. Она нереальна. А ваше видение Лидии реально. Ну, в конце концов, Лидию можно теперь, вы знаете, лазером технологии создать. Правильно? И не сказать, что это Лидия. Я спрошу, а вы Лидию видите? Что? Она существует? Вот да, стоит. А вы уверены, что это Лидия? Что Лидия? В тот день вместе сидели. Понятно? И вдруг она исчезает. И спрашиваю, а Лидия существует? Все или нет? Исчезла. И не работает больше. Поэтому лазерная ли это технология или высоковселенская какая-то, мы не знаем. И то, что мы трогаем и чувствуем, и во сне трогаешь и чувствуешь. Пока вопросы есть? Рубен, вот это что за знак? Это класс. Как? Вопрос такой вот, даже если ты спишь, но тебе ничего не снится, просыпаешься, как бы. Такого не существует. То, что ты не видишь, то, что ты не помнишь, это не значит, что не было. Потом. Да, очень хороший вопрос. Понятие видеть, ребят, это тоже очень дискутабельно. Что подразумевает человек под видеть? Сейчас придем к ним. Что подразумевается под видеть? Вы меня видите? Вижу. Закрой глаза. Вы меня видите? Представляю. Супер. Вы меня сейчас представляете? Сейчас вижу. Откуда вы знаете, что вы не представляете? На основании чего вы можете сказать, что я уже не там? Иди сюда. Иди сюда, женщина, слушай. Жалко нету. Там звезда болтается, например. Например, вы ее видите. Мне вопрос, вы ее видите? Вижу. Вижу.
Она существует? Вопрос. Молодец, садись. Абсолютно правильно. Вопрос, вы меня Сколько видите? лет фото? Вы меня видите? Я существую? Сразу задавай вопрос. Хотя бы мои клетки за микросекунду меняются так, что то, что вы видите, то, что я сейчас есть, не одно и то же. Закрой глаза. Вы меня видите? Спокойно говорите «да». В том-то ваша проблема. Спокойно говорите «да». Потому что частицы без проблем проникают те же самые через ваши веки и касаются ваших глаз. Уровень детекции этих частиц, он низкий. Ваш мозг видит, на основании этого сделан 25-й кадр. Когда мозг видит, а сознание не в состоянии регистрировать. Но мозг-то видит, вы меня видите. Но вот это состояние видения очень похоже на состояние сна. Вот если вы сможете шум у себя сейчас, представьте так, уберем, но не заснули. Вы видите и меня, и ее. Шум мешает зарегистрировать сознание ваше. Но вы меня, такие люди есть, они без проблем закрывают, все видят, все абсолютно. Не в смысле там, ой, а именно видят. И когда вы спите, вы именно видите, но не глазами. Не эти детекции. Ведь если даже вот тот же фотон летит, ой, глаз, бомб, но уже не вошел в глаз, он столкнулся с глазом, дал волну. Клетки пошли на сетчатку, отразилось, пошло в мозг, и таких триллиард, и в мозгу создается вспышки, да? Ну какие-то, неважно, электроны. Ну смотрите. Вот вспышка, вот, ну я так. Оно яблоко образовалось. Вот вы видели его в мозгу? Да, так оно и образовывается. Позиция, форма и так далее, и так далее. Фактически вы видите, глаза для этого не нужны. В мозгу что происходит, вот это и есть видение. А если мозг в состоянии принять сигналы, а он говорит, может, ну хоть объединиться, те же самые сигналы принять или подобные, и опять, оно постоянно работает одно и то же. Сделайте. Вы опять будете, вы скажете «вижу». И глаза тут ни при чем. Это внутреннее состояние. Что это происходит во сне? Мозг просто точно так же, поточечно воспроизводит сигналы, которые приходят. И это называется видеть. То есть, можно еще один вопрос? Да? Это тогда получается, что разница в чем тогда, когда ты видишь сон, запоминаешь его, просыпаешься, когда ты его не видишь сон? Получается, информация, она остается все равно. Только Да. разница в том, что ты видишь или не видишь. Смотри. Кино идет. Вот начало кино, сидишь, блеешь. Смотришь кино. 1,5 часа. Вот здесь, до сюда. У меня вопрос, ты видел кино? Ну, посмотрел. Ты его помнишь? Нет. Думайте. Почему, да? Не думайте, я не знаю. Я не знаю, сейчас я запутаюсь моментально. Супер. Скажите мне 287-й кадр этого фильма. Почему нет? Вы же его видели. Они слились. Вы же его видели? Видел, кадры не считал. Забудем. Не отслеживаю. Слились. Вот помнишь девочка, которая сделала шаг из двери? Ну, например, ой, да, какой шаг был, да, помнишь, да? Вот какого цвета шнурки у нее были? Ну, вот это да. А почему да? Ты же видел, получается. Так вот, вы посмотрели, но вы ничего не видели. У вас создалось впечатление. Обратите внимание. А не кино записалось. Кино записалось. Но вы его не видели в этом понимании. А у вас создалось впечатление от этого фильма. Потому что если бы это было записанное кино, все, ты уже живешь в нем. Это, скажем так, это становится просто реальностью. Но очень грубо. Война, смотришь фильм о войне. Ты участвуешь в этом. Ты переживаешь, да? У
тебя есть впечатление. Ты сопереживаешь вместе фильму. Фильм тебе вызывает естественные рефлексы. А теперь представьте, то же самое, только война становится трехмерной. Реально. Ты уже находишься. Да, опять же на том же стульчике сидишь. Как и сидишь. Только творится не там, а вокруг тебя. То же самое. Ну 3D получилось. И все стреляет, все грохочет, все падает. У тебя те же самые ощущения? Что же изменилось? Тот же самый фильм, то же самое кино. Эффект присутствия. Приближенность? А? Я не знаю, но самое интересное, посмотри. Напряженность реальности. Присутствие, эффект присутствия. Правильно. Получается абсолютно та же самая ситуация, а ты воспринимаешь ее совершенно по-разному. Сон – это 3D кино. Ты его тоже смотришь. Это реально кино? Или это... Если ты находишься в фильме, в 3D фильме, ты не умрешь. Ты понимаешь, что это кино. Смотри, ребята, сейчас я Я вам имею в объясню. виду, информация, которая поступает во сне, она настоящая фактически, да? Что происходит? Пойми, вот ты сидишь здесь, Мгм. вот она рядом. Все вот это, я сейчас кино, Да. падает бомба. Ее разрывает вот так наполовину. Ее кровь падает на тебя. Голова улетает к чертовой матери. Она орет. Ты не умрешь. Но все происходит так. Это реально? Нет. Это нереально. Вот Если взять, это оторвать сейчас наполовину. Нет. Нет. Видишь, что реально, естественно. А чем же отличается твое нереальное от реального, если все реально вдруг? Все понятно. В том-то и дело, что когда все реально, ты даже не знаешь, даже кино ты уже не воспринимаешь как кино. Твоя система воспринимает это как реальность. Как сегодняшний день, вот это 3D. Хочется вас удивить. Вот то, где вы живете, это кино. Потому что все это происходит у вас в голове, а не на самом деле. Просто у вас же в голове может вас и разорвать. Теперь представьте, если бомба, которая взорваться, взорвется, тебя может так называемое бодрствующее состояние разорвать, то во сне ты смотришь кино, где бомба тоже тебя может разорвать на две части. Так ты врешь или нет? Можешь и умереть. Какого хрена просыпаешь тогда? В том-то и дело, ребята, поймите, для головы это все реально. И на самом деле у тебя все болевые ощущения тут же возникают, как будто это произошло. Все точно. И тут система срабатывает, что может грохнуться. И она резкий сигнал давай, давай! Да, по заднице, давай просыпайся, блин. Врубай свет, это кино. Потому что ты еще пахать должен. Ты живешь не для того, чтобы кино здесь смотреть, а для того, чтобы субстанцию таглея производить. В этом смысл твоего существования. Но на самом деле это 3D кино. Очень детальное, очень точное. И у тебя есть полные эффекты реальности этого кино. Но если вдруг у нас есть какая-то возможность сознательно участвовать в формировании сценария, в выборе актеров, исполнении желаний, я имею в виду, то это кино может быть очень реальным. И тогда у тебя в этом кино будет происходить то, что не происходило, но у тебя будут полные эффекты, полнейшие. Как будет, когда это будет происходить? Вы можете сказать это видением будущего, прошлого, того, всего. Тебе что нужен результат? Вот ты его получил. И совершенно не обязательно тащиться куда-то на Марс, чтобы у тебя был результат Марса. Вот такие у вас возможности во время сна. В бодрствующем состоянии бомба вас может разорвать на самом деле. И ни на какой Марс вы не полетите. Потому что вы будете фантазировать, вот как Артем, скучно. Во сне бы ему было весело. Вопрос есть? Вот вопрос. Давай. Да. Зачем для производства клея такие возможности? Ой, какой интересный вопрос. Это не такие возможности, это естественные возможности.
Не, ребят, вот, ой, как хорошо задала. То, что я сейчас рассказываю, это оказывается как невероятно. Это вы о себе думаете слишком низко. То, что я рассказываю, это нормальное, естественное, каждодневное, каждоночное ваше состояние. Как раз этому удивляться не надо. Как раз сказать, какой я дурак, без толку живу, оказывается, а мог бы. Вы знаете, какую силу имеет ваша мышца? Ну, человеческая. 1 квадратный сантиметр мышцы в состоянии, ну, поднять, скажем так, если гравитацию считать, 700 килограмм. Это эксперимент сделан тогда, давно уже. 700 килограмм. Вот как вы думаете, вот здесь и так далее, сколько мышц? Он мучается, бедный, причем такой, а там вообще, одна только штанга, даже на этих ничего нет, такой человечек. Он даже не знает, что, оказывается, его мышцы, вся конструкция имеет невероятные возможности. Здесь нету. Не знает, как использовать. Он мучается, оказывается, надо задание дать. И не мешать. Нет, это действительно. И вот когда наступают вот такие сильные моменты аффекта, да, страха, паники, угрозы жизни, вот тогда человек говорит, проснулись силы. Да не силой проснулся, ты заснул. Ты не помешал. Ты не стал думать. А система сама взяла и заанализировала и сделала самым оптимальным путем. Лунатики. Те же самые. Знаете, да, просыпаются. Глазки закрыты, мозги не работают, типа. А там без проблем. По крышам какой-то По крышам, по канатам. А как это возможно? Возможно, потому что сама система без проблем оперирует. У нее есть одна большая проблема. Сознание, которое ничего общего с сознанием не имеет. Это исковерканное, изуродованное какой-то вот орган такой, которому сказали, когда ты видишь, это хорошо, когда ты не видишь, это плохо. Когда ты спишь, ты отдыхаешь. А вот 16 часов должен пахать. И оно вот так и думает. Это постоянные внутренние конфликты. То есть, как работает ваш механизм, ваше сознание должно знать. Шаг за шагом должно знать. И вот сновидение, феномен сновидения, действительно феномен. Если бы сознание не мешало, а просто бы не мешало пока, то оно бы получало, как и получает, катастрофическое количество информации. Оно и так получает, но оно не использует. Просыпается утром, опять такой, как квазимодообразный. Понимаешь? Что тебе нужно? Большая машина. А какого размера? Сам большой. А колес много. Вопрос есть? Есть вопрос. Вот было замечено, да, не знаю, народное поверье, как человек, который во снах часто видит людей, но уже не живущих в этом мире, говорят, что это уже знак. Ну рассказывай, я знаком с этим концептом. И что? Знак то, что человек в скором будущем будет там, да. Как вы можете объяснить? Вы знаете, Если возможно. я не буду объяснять человеческие глупости. Знаки, шнаки, то все. Я в своих снах много раз бывал там. И вы знаете, очень приятно поговорить с мертвыми людьми. Наконец-то им есть что сказать. Потому что когда они были живые, опять же Квазимод работал. А тут совсем другое. Какая разница, откуда ты сигнал получаешь? Знаешь? Это, я же сказал, это тебе как что он существует. Механизм ее работает. Так может быть для механизма совершенно не нужна оболочка. А нужна какая-то типа сущность. Так вот. Ну дай, ну записывай, блин. Давай. Сейчас такой. Так может быть совершенно оболочка не нужна. А нужна та сущность, которая даже ничего общего с оболочкой не имеет. Оболочка уйдет, а сущность останется. Я не знаю, это уже не эта тема, это уже другое. Там уже класс соединяется, Да, все. снах вообще уже Но хочу сказать, я лично общался, очень приятно говорить. Это ваша предвзятость и незнание, что такое в печатном говоре, вообще смерть. Еще неизвестно.
это взять смерть и жизнь, которые на каком месте находятся. Может быть, наоборот. Вот так же, как реальность и сон. Я сомневаюсь, что реальность благосуществования, оно интереснее сна. Состояние сна. И я сомневаюсь, что когда ты спишь, ты ничего не делаешь. Мне кажется, вот это именно тот период, когда ты действительно живешь. Своеобразно, по-другому. Не значит, что надо спать. Нет. Вот эта комбинация дает тебе возможность. Так вот это состояние сна, оно не такое бессмысленное. То же самое может состояние смерти. Да? А вот насчет лунного календаря. Многие люди читают его, этот вещи, этот не вещи, в этот день не сбудется, в этот день сбудется. Вы как определили вообще? Я попробую объяснить вот так. Естественно, все частицы, все частоты влияют на земное состояние. Мы взаимосвязаны со всеми частицами, потому что находимся на Земле. То есть все на нас влияет. Температурные, климатические, Луна, да, кстати, искусственного происхождения, который находится там. И, естественно, он влияет очень сильно, потому что это самый большой объект, находящийся на состоянии. Очевидно, при каких-то комбинациях влияния Луны, звезд, ну, вы не думаете, что звезды так далеко. Они далеко по человеческим пониманиям. На самом деле они практически рядом. Для их размеров и возможностей. Ну, грубо говоря, если какая-то звезда, там, ну, я забыл, как она называется, которая рождается, взорвется, Земли не будет. Она находится на расстоянии 160 световых лет, что такое? Земля исчезнет. Вот так вот. Что я хочу сказать? Очевидно, замечено, что при каких-то положениях Луны, потому что звездное небо, оно так быстро не меняется. Не буду сейчас рисовать. Оно не так, что вертелось. Оно вертится с таким огромным тысячелетним этим. Сейчас мы находим, например, вы заканчивается период этого. Входим в него. Что это такое? Значит, Земля. То есть рыб. Чуть-чуть вот так переместилась. Чуть-чуть. Все, начинается. И вот этот период будет 4,5 тысячи лет на земном поясе. Теперь, очевидно, при этой комбинации вот этих лампочек, и вот эта лампочка находится здесь, и Солнце находится здесь, например, условия для реализации этих же внутренних процессов благоприятны. Или человеческое сознание детальнее воспринимает этот же фильм. Что в человеческом сознательном объяснении при этих фазах сны вещи? Нет, при этих фазах ты не тупой. Вот так лучше сказать. А сны, так называемые вещи, потом, что такое вещи сон? Если вы смотрите, вы спите и вы видите кино, как какой-то человек вот так идет, ну я не знаю, зарабатывает какие-то бабки, вы его не знаете. Падает под машину, машина его давит, эти деньги находят, ну и какое-то кино. И вы в жизни такого ничего, ну глупость какая-то. Этого не произошло. Это вещи сон или нет? Нет. Так вы знаете, что такой человек был? И все это произошло. Все произошло. Но просто вы его не знаете. Это находится в Африке, глупость говорю. Или в какой-то Америке. Каким-то образом что-то там связалось. И вы начали смотреть не чужое. Фильм, ну хотя бы по своему структуре, эмоциональному состоянию, вибрациям, частотам, в этот момент вы были похожи. И просто его кино вы смотрели. Его же кино. Это бывает постоянно. Что разница между мной и ней, она есть, но она не настолько большая, потому что она дышит тоже вот, я дышу. Она жрет то же самое, и я жру. Она пьет воду, то же самое. Плюс-минус вы в том же самом диапазоне. И вдруг что-то, так вот это не ваше, не ваше кино, но вы его видели, абсолютно вещи. Вот. И вот приходит, вы говорите, ну, тупость какая-то, вот приходит она, ты слышала историю у моего знакомого, который из Туниса переехал, бла-бла-бла-бла, и рассказывает ваш сон. Ни с того, ни с сего, глупо стало вещи. Не решайте, пожалуйста, сознательно.
он намного богаче. А когда ты видишь сон, в котором ты участвуешь, но это не происходит. Но это не происходит сейчас, здесь и совершенно непонятно где. Вопрос, насколько ты. Вопрос, насколько ты. Вот понятие то, когда ты просыпаешься из этого дела, муть какая-то, это под водой было то, все это. Нет, ты просто участвуешь, грубо говоря, в роли главного героя. Но это не ты, это не твоя жизнь. Ага, понятно. Вот, кстати, крайне интересный фильм. Это крайне интересное кино, когда ты в состоянии, и ты в состоянии. Это можно сделать. В 91-3 году я стал экспериментировать. Когда что-то понял, я рассказывал, кажется, что-то стал понимать, я стал экспериментировать во снах. Это было начало моих экспериментов. Не буду рассказывать теоретическую сторону, но эффекты были своеобразные. Очень даже своеобразные. И потом я создал в 93 году, скажем так, в моем же обществе все-таки золотая ступень она существует. То, что сейчас начинается с 93 года, это организация уже сколько лет, 20 лет. Вот. Я создал такое небольшое экспериментальное, называлась «Система программированных сновидений». Попробуем, что-то интересно. И каждую неделю в конкретное время они получали коды, люди. Все, что они должны были делать, это повторить эти коды перед сном. Мне интересно было посмотреть, у кого будет система работать по плану. То есть, чтобы поместить его в правильный кинотеатр. Тогда были эксперименты, они были очень интересными. Они не прекращены, мы все еще 20 лет что-то делаем и так далее. Результаты есть. Много написанных сновидений. У некоторых крайне интересные. Крайне. Если ты попадешь, если, скажем так, правильно купить билет и попасть туда, где будет происходить интересное кино, например, об Атлантиде. Любовный фильм. Проснулся весь потный, измученный, но довольный. Да, порнуха в Атлантиде. И полезно, и приятно. Вот, об Атлантиде. Но ты посмотришь очень интересное кино. Ничего общего с тобой не имеет. Но ты увидишь кино, которое можешь только в таком состоянии увидеть. А это было не раз, не два, не три, не 10, икс раз людей. Если хотите, сегодня я могу попробовать дать вам. Вы не подготовленные. Но код очень простой. Говори. Хочу. Хочу, да. Еще вопросы? Повторяющийся сны. А? Одна же картинка или один и тот же сюжет постоянно повторяется. Для особенных далеких. Просто 5 билетов на один на одно кино. Нет. Бывает так, ребята. Когда система в целях самозащиты, она же всегда анализирует все возможные... Ребята, система всегда анализирует возможную угрозу для себя. Возможно. Это ее работа. Пока ты не отработал своих 90 лет, хрен злоумрешь. Удержись только так и пахать. Тебя не для того рожали, чтобы ты сматывалась отсюда. В кайф, понимаешь. Будешь работать, производить компоненты для клея. Но когда система, да, есть угроза, она возникает, и сон тоже. Он начинает вырабатывать все возможные опции, сказать: оживи, опасно. Обычно в таких случаях есть повторяющиеся. Или необходимо быть здесь, необходимо быть здесь, необходимо быть здесь. Вот так долбить здесь, повторяющиеся. Или делать что-то. Или сделать что-то. Это не потому, что им необходимо делать, чтобы что-то случилось. Возможно, необходимо быть здесь, чтобы не быть вот здесь. Тоже вариант. И поэтому человек это произойдет, он сделал что-то, бывает. Знаешь, хорошо, 15 раз долбили, попей воду, попей воду, попей воду. Выпил, и он ожидает, что это был какой-то особенный, да ладно, тупость какая-то. Вот пока он пил воду, он не подскользнулся на кафеле, не подскользнулся. Систему это не интересует, ей интересует, чтобы ты пил воду. Пил, все в порядке. Как раз по вопросу система подсказывает. Некоторые люди попадают в катастрофу, погибают. Тоже система подсказывает. Или это спонтанно, случайно. Там, значит, не работает система безопасности, да? Откуда вы знаете, кто когда вы умеете? Не знаю. Вот вы знаете, извините, очень грубо звучит. Но
Но нелегко собрать всех путешественников в один самолет. Очень отвратительно звучит, но поверьте, система с дуру не функционирует. Но если кто-то навязывался в этот самолет, найдутся методы его вышвырнуть оттуда. Потому что его время не пришло кайфовать. Он должен работать. Кайфовать будут те, которые улетят. Понимаете? И это бывает постоянно. У меня несколько случаев моих знакомых. Именно так. У меня у самого такой случай. Когда, ну не то что спустились с самолета, но моего вот этого очень хорошего знакомого, я не знаю, кому я рассказывал, они курили. Любят курить. Ну, это был директор ША, один директор. И вот в 90-х годах или в конце 80-х они должны лететь в Нью-Йорк, брату, то, все, Новый год, да. Они те дома не курят. Плюс, в это время как раз КЛМ запретил курение в самолетах. Кстати, курение в самолетах запрещено лет 15 назад, не больше. До этого можно было. Не везде. Типа, левая сторона можно, правая нельзя. Тупость. В общем, и запретили. Но они курильщики, теперь Нью-Йорк, зима, Новый год. Блин, с женой, мы должны выходить туда, курить. То есть на улицу, а там у них не курят. И они в последний момент отдают, просто возвращают билет. Решают не, хотя собирается вся родня. Но людям, ну вот, курение спасло жизнь человека. Это самолет свалился. Но тупо звучит. Курение спасло жизнь людям. Не их было время. Понимаешь? Не их было время. И все. Если не надо, чтобы ты в этом самолете застрянешь в пробке, машина испортится, приедешь не туда, паспорт забудешь, хрен его знает, где не знаю, где ты его потерял. Поверьте мне, будет все, чтобы тебя там не было. И не думайте, что кто-то это делает. Это сама твоя система делает. Потому что сознание, как это идет, как этот Квазимода. И все говорят, так, на него надеяться, можно грохнуться. Давай сделаем так. И ты забудешь. Ой. Я приезжаю. Мой случай. В Словении я был 18 миллионов раз за последние 25 лет. Абсолютно четко знаю. Самолет вылетает в 11 с чем-то, в 9 с чем-то, в 11:05 он прилетает в Белград. Да? Я культурно, аккуратно, у нас на машине, это моя машина, меня все в гостинице знают, и постоянно так. Беру чемоданчики, и я прихожу туда, чтобы вылететь в 11:05. А лечу я 18 тысячный раз. Этот стоит, смотрит, говорит, так самолет улетел. Я говорю, как? 11:05. Говорит, так это он в 11:05 прилетает. Он сказал, я лечу десятки раз в год. Блин, я шо, какого хрена? Ведь это что? Я одно взял. Ну хорошо, ладно, чё ж ним, но очень интересно, какого хрена? Так, стандартно, самолет упадет. Нет, это ну проверить, что мне надо посмотреть, как все нормально. Ну почему? Почему так тупо? Что системе надо? Что там нужно? Сейчас я скажу. И я покупаю через Дюссельдорф. То есть лечу через вот так вот. Ну теперь, не важно, через 2 часа летит Дюссельдорф, я сажусь, лечу в Дюссельдорф. Вот этот самолет поднимается, вот очень интересно, вот этот самолет поднимается, вот как он оторвался от земли, да? И тут же моя система мне в голову дает качественную мысль своеобразную, что вот этот самолет, на который я сел, должен был упасть. С ним что-то должно было произойти. Вот интересно. И я не спасал. Что меня почему-то посадили сюда, чтобы что-то изменить. Потому что должно было что-то произойти. Меня посадили в самолет, кто должен был упасть, а не тот, который... И вы знаете, он не упал, но в момент было что-то такое. Вот что-то вот такое неприятное. Что-то он прошел. И все, и полетел дальше. Я в Америку лечу. 98 год. Сентябрь. Не помню, мне кажется, тоже 9 сентября. Я лечу в Америку. Готовое дело. Большой парти. Меня пригласили. Будет Шер, будут Мадонны. I'm a special guest. Я специальный гость. Я тогда с ними, так сказать, ничего не был знаком. Специальные флайеры сделали. То, все на какую-то студию. Приезжает какое-то чудовище. Молодое, глупое чудовище. Вставайте. Дней за 5 начинается дискомфорт. Я вам видел их количество раз. За 3 дня
что-то там ломает к чертовой матери. Вот что-то не то. Флайер, мне напечатали не тот цвет, это не то не то. Приходят знакомые на второй, на уже 2 дня осталось. Там говорили, хороший, говорит, мы Сашу видели. Саша это мой папа, который скончался. Почему-то они видели Сашу. Говорит, Саша пришел, говорит, рассказывает, говорит, во сне, у нее. И говорит, я беспокоюсь за Рубена. Я ему говорю, Саша, ну ты же знаешь, что такое Рубен, почему ты за него беспокоишься? Говорит, да, я знаю, что он сильный, но я беспокоюсь за него. И Галя семья говорит, вот такой сон почему-то видит. Все не туда. Состояние лететь-то хочется. Так сказать, Мадонну посмотреть, себя показать. Ну, в любом случае, тогда были планы. Да? И еще какие-то вот такие детали говорящие. Я проверяю там, говорят, возможно, есть, проверяю. Да нормально. Самолет ничего. Понимаешь, заметить такое тело для меня 3 секунды. А так все. Ну все нормально. Проблем нет. Чего меня так? Короче, там где-то было в 11 опять утра с чем-то, в 11, например, 15, самолет должен взлететь. Я этой ночью сплю, и я просыпаюсь, значит, физу 3 сна, неважно, я просыпаюсь от того, вот это вот тот момент, когда система, как будто я Яша. Яша это мой дядя. Там было 3 брата, папа, и, ну, Яша это знаменитый человек, музыкант, любимый дядя. Он в Лос-Анджелесе живет. Меня встречает Яса. И я вижу вот так вот, как будто я Яша. И я еду на машине, как раз насчет вещи, вот это даже не вещи. Это прямо для, особенно тупых для меня. Яша едет по хайвей, по трассе. Перед ним машина затормаживает по каким-то причинам, причем резко, то ли перебежала. И Яша вот так врезается в нее. И вот момент, когда вот я, как Яша, врезаюсь, я просыпаюсь. Это было где-то часов 5. Наташа тоже проснулся, говорит, я знаю. С Яшей что-то случится. Не со мной, с Яшей что-то случится. То есть он там умрет. Я не еду. А мне надо просто там жду, Яша, все ждут. Я не лечу. Так вот, я не просыпаюсь, то есть я не встаю. Ну, мне надо 8 встать, чтобы было быть, ну, к 9:30 тогда, там целая процедура в Америке. Я никуда не иду. Так вот, меня трясет, в прямом смысле меня колотит. Судьбу же меняю. Колотит, я трясусь в 11 с чем-то. Уже все, я даже захочу, не успею, но меня колотит. Я лежу в 11 с чем-то, 15, например. Самолет, очевидно, взлетел. Меня вот так расслабило, автоматически, я ничего не знаю, вот так расслабило. Я спал 22 часа. Вот так. Умер. Наташа бедная, блин, ну хорошо, заснула, она приходит, дышит, не дышит, ты не понимаешь, 22 часа я спал. Но она позвонила к дяде Яше, ему очень плохо, он на температуру не может так, потому что она же не скажет, что Яша, а Рубен прям, ты же не громкость. Вот такой вот случай. Да? О, да. На этой оптимистичной ноте давайте закончим наше. Это просто были примеры такие, наверное. Ребята! Все, слава Богу. Что, любимый дядя? Кстати, я ему сказал, через 10 лет все это делать. Ребята, А у него не было. Так значит, можно судьбу поменять, да? а? Судьбу можно поменять? Ее можно даже формировать. Да, там есть эти, потому что судьба это далеко не тупая линия. Судьба это широкая дорога. Да, с дороги ты не сойдешь, но она широкая. Можно по ней ездить вот так. Это не одна линия. Направление твое ты не поменяешь. Но как ездишь? Ребята, пожалуйста, пусть эта лекция будет вам, ну, хоть как каким-то, скажем так, толчком. Уважайте себя во сне. А коды ему? Кино. Ссылочку скиньте. А я здесь четверг следующий? А какой лекцию? Вам охота? Да. Следующий четверг. Глупостей у меня много.
обсудим. что-то Тему выбирайте. Так, Вы сразу заранее начать. скажите тему, в тот раз никак не можете. Тему, давайте тему. I like it. Ну, нет. То, что я сказал про Сыштукла, ребята, то, что я говорил о Сыштукла, это просто был мой маленький эксперимент. Вы абсолютно не готовы. Мне было интересно посмотреть, насколько шок. Шоки. Я вам честно скажу, ну, потому что вы новенькая у нас. Это неинтересно. А вы что такое? Про память. Про память? Это составная часть может быть. Лишь переломать надо. Про интуицию. Вот наша жизнь. Давайте про жизнь, кем мы были. Ой, дорогой, это так интересно. Для этого даже лекцию не надо, для этого любой человек из моих может вам сказать за 3 секунды. Это для меня не сложно. Это неинтересно, поверьте. Давайте такое, чему можно научиться. Сознание, интуиция, все подпадает под одно. Там оно связано. Допустим, есть как считывать знаки какие-то определенные жизненные. Вообще не надо читать. Вообще не надо читать. Верь в себя. Самый хороший знак. Я могу говорить о сознании. Давай тогда так. Я могу, давайте так, я буду говорить о сознании, но включусь туда, потому что там составная часть. И память, как вы сказали, что я должен объяснить, как она работает. И вот эти, скажем так, эффекты, как интуиция, это маленькая тема, неинтересная настолько, но я включу ее. Хорошо. В следующий четверг я буду говорить, чем вы думаете и как вы думаете. А вы же сами решаете, думаете ли вы. Ну, заодно и чайчик попьем. Сейчас я напишу. Дайте мне, пожалуйста, мне надо узнать, какое сегодня число. 20 ноября. Пишите. А что случилось? Вот. Нет, это не так. Вы из себя не корчите зрителей. А что, какие должны быть это, потому что мы узнали? Это вы мне скажете. Я всего лишь создаю условия, чтобы кино, чтобы были возможности. Но я не могу вам делать просто потому что... Да, вы расскажете, просто потому что вам будет запрещено видеть фильмы, которые запрещено видеть. Как бы я ни мучился. Не забывайте, смотрение это кино зависит также от уровня вашего интеллекта. Вы слышите, сколько книг вы начитали? Как раз этого надо избавиться. А как вот этот интеллект в состоянии сделать этот фильм? Ладно, пишите. Значит так, что вам надо здесь? Это не наша машина, Можно кто-то стоит где-то за каналом. Зосик, пройдите, проверьте, наша ли машина. Смотрите, что надо перед сном, когда уже вот легли, сугестивно. Знаешь, какое сугестивно? Да. Suggestive. Нет, когда желание такое, когда ты что-то говоришь, не то, что выразительно, себе внушительно, но не до той меры, что прям вот именно сконцентрировано. Сконцентрировано. Повторяешь, говоришь сам себе. То есть сам себе. Не просто произносишь голос, а сам себе. Слушай то, что говоришь. Делай так. Абра. И слушаешь прям. 101, 200, 200, 500. Вот это вся наша магия. Ты делаешь. Пауза. Абра. Я сейчас не буду повторять, потому что тут же пространство начнет меняться. Абра. 101, 200, 200,
все эти частоты куда-то меняются. Ну, остальное делайте я как Да, режиссер. А это только Да, самое. нет. Там пауза. Абра 101. То есть одно сказал. Вот это ритм повторяешь. Абра 101. 200. 200. 500. Потом засыпаешь, Все заслышишь. А сегодня только, да, получается? Да. Да, не надо. Один раз. А? Действует сегодня, да? Нет, дату не надо говорить. Эта дата была нужна мне, чтобы понять, что творится на улице. Ребята, может быть такое, потому что это для вас новое. В середине ночи. Обычно это происходит от 4 до 4:30, в зависимости, ну, там еще программа, но это не надо, вы новенькие у нас. Может быть, вот так вот проснетесь. Вот ни с того, ни с сего. Вот так вот, откройте глаза, как будто что-то закончилось. В этот момент вам будет казаться, что то, что вы видели, это настолько естественно, что типа, ну, нормально. Посмотрите на время, который час. Если будет возможность, запишите. Если будет возможность, запишите. Что, время? Нет. То, что было. Вы проснетесь, когда закончится кино. Конкретно. Кино не может длиться 8 часов. Ну, в общем. Понятно? Если это произойдет у некоторых, попробуйте ручкой записать. Почему я говорю записать? Вам в этот момент будет казаться, то есть это абсолютно real, естественно. Ну, вы проснетесь, потом утром вы не будете помнить. После этого кино, уже другие фильмы идут, разные процессы. Вы будете, у вас будет ощущение, блин, но ведь не вытащите на этих слоях. А так, если запишите, просто запишите, что было. Он вытащит вперед. У меня так всю жизнь. А вот можно будет в лекции следующий, да? Как бы, ну, показать. Что показать? Как можно использовать память? Нет, можно улучшить. Ерунда всякая это. Ну, например, читаешь, Ну, ребят, ну это не мой уровень. На самом деле на эту тему есть куча глупостей, причем очень работающих. Ну, Юра, вам надо научиться забывать, не помнить. Помнить – это ерунда последняя, это естественный процесс. Вот забывать очень сложно. Но нет, я не смогу, я просто не занимаюсь этим. Если хотите, найду книжки, это чистая техника. Сначала вот это, потом вот так, группировать, то все. Ладно, дайте я сам выдумаю, что буду говорить в четверг. До свидания. Спасибо и вам за внимание. До свидания. Спасибо.